Всем привет, друзья! Перед началом ролика хотел бы вам рассказать про ежегодную распродажу на AliExpress. Скидки доходят до 75%. Если вы надумали что-то купить, то можете купить по моей ссылке в описании. Так вы поддержите канал. Хочу поблагодарить этих ребят, которые донатили. Килька, спасибо тебе. Не переживай, каждый поддерживает как может. Хостик, передаю привет Чаю. Серж, спасибо тебе. Я думаю, это все же конец основной истории. Дальше могут быть спин-оффы, которые будут рассказывать поглубже разных персонажей. Или возможно Вакуи просто устал от Мстителей и хотел бы заняться чем-то другим. Прошлый выпуск закончился на том, что Майки, убив Такемичи, скорбил по нему. Однако Такемичи в этот момент прыгнул в прошлое, где он встретил Баджи, Шиничиро, Эму, Санзу и под конец Майки. Однако, как оказалось, Майки знает Такемичи. Ну что ж, давайте узнаем, что будет дальше. Погнали. Такемичи услышал свое имя от него и был в шоке от этого. Майки переспрашивает, Такемичи ли он. Он правильно произнес его имя, и он задается вопросом, почему, и понемногу догадывается, что они оба прыгнули во времени. Они оба рады до слез, а ребята, стоя в стороне, не вдупляют, о чем эти двое разговаривают. И они стали бегать без оглядки в неизвестном направлении. Они оба задаются вопросом, как это произошло. Майки не знает, но в момент, когда Такемичи умер, он сосредоточился на желании, что он откроет глаза, и в следующее мгновение он оказался в прошлом. Такемичи тоже не понимает, что это вообще значит. За мгновение до смерти Такемичи ощущал скатывающиеся слезы Майки на своем лице, и он внезапно оказался здесь. Они оба не знают, но до жути рады этому. Для них это просто чудо. И еще они не знают, почему они бегают. Майки тоже не знает, но не может от нахлынувших чувств стоять на месте. И вот они оказались на крыше и любуются закатом. Майки не понимает логику этой силы, но он что-то почувствовал, когда сжал руку Такемичи. Ханагаки думал, что он передал ему свои силы. Однако в тот момент, когда они пожали друг другу руки, они переместились во времени. Майки, немного подумав, задает ключевой вопрос: что им теперь делать? Такемичи всегда боролся на этом пути в одиночку, но теперь у него есть Майки, и Манджиро предлагает все изменить вместе, совершить их общую месть. И с того дня они с Майки продолжали бежать по этому пути. В храме Мусаши они собрались, и как когда-то Баджи предложил создать банду. Такемичи хочет привести еще одного друга. Он подошел, и все посмотрели на него. Это был Кисаки. Такемичи рад. Манджиро, обнимая кого-то, хочет еще одного человека пригласить. Это был Санзу. А Санзу не хочет быть преступником. Шин подарил байк для Манджиро. Кадзутора и Баджи восхищаются. В этом мире они не воровали байк. Эма тоже счастлива. Свастоны, черные драконы, семья Шиба, Коко и Инуи, Поднебесье, Изана, Какучо, Мучо. Они спасли всех. И в один прекрасный день Майки объявил, что они все теперь члены Свастонов. День. Та же крыша, где Майки и Такемичи стояли в детстве. Они убеждаются, что они захватили всю страну. И наконец они закончили свое большое дело. У них идут слезы от счастья. И немного рекламы. Спонсором этого ролика является интернет-магазин по продажам худи на тему токийских мстителей. У них уникальный дизайн. В наличии есть принты с Дракеном, Чифу, Кадзуторой, Баджи, Ханмой и Майки. У каждого персонажа есть именной логотип. Худи отлично будут смотреться на девушках, а также на парнях. Принт выполнен с высоким качеством и не теряет своего вида. Заказать их можно по ссылке в описании. С моим промокодом Vision вы получите скидку в 300 рублей. Еще у них есть группа в ВК. Там вы можете более детально ознакомиться с продукцией и задать интересующие вас вопросы. Структура банды токийской свастики состояла из лидера Сану Манджиро, исполняющий обязанности лидера Ханагаки Такемичи, заместитель лидера Рюгуджи Кен, офицер штаба Кисаки Тетта и Ханма Шуджи, капитан первого отряда Баджи Кейски, заместитель капитана Мацуно Чифа, капитан второго отряда Мицуэ Такаши,
заместитель капитана Шиба Хаккай, капитан 3-го отряда Хаяшида Харуки, заместитель капитана Хаяши Рюхей, капитан 4-го отряда Ханамия Кадзутора, капитан 5-го отряда Санзу Харучио, заместитель капитана Сенджу Кавараги, капитан 6-го отряда Кавата Нахоя, заместитель капитана Кавата Соя, капитан 7-го отряда Шиба Тайджо. У капитана 7-го отряда нет заместителя, так как Инуи и Коко дерутся за него. Капитан 8-го отряда Куракава Изана, заместитель капитана Какучо, а также в отряде Мочидзуки Канджи братья Хайтани, Мадарама Шион, Муто, Ясухиро. И когда все собрались, Майки торжественно объявляет, что с сегодняшнего дня токийская свастика распущена. Все выкрикивали название банды, гордясь, что они находились в ней 11 лет спустя. 3 июля 2017 года. Церковь, где проходит, скорее всего, свадьба. Бьются колокола. И кто же женится? Надпись сбоку нам гласит, что они наконец-то осуществили свою месть. И что будет концом всего. Я был очень рад увидеть всех ребят в свастонах. Меня еще удивило, что у Инуи нет шрама на лице. Это получается, пожара не было, и Акана жива. Ну, по идее, это происходило ранее, чем Такемичи и Майки вернулись в прошлое. Может, просто не показали шрам? Рад был за Изану. Мне особенно интересно, какие у него отношения с Майки, как они друг друга воспринимают, ведь Эма считает его своим братом, как-никак. Да и вообще хотелось бы посмотреть, как они его заманили в банду. И все происходит очень быстро. Надеюсь, Вакуи сделает нам спин-оффы, где подробно расскажет, как они там спасали всех. И скорее всего в конце главы там происходит свадьба Пачина, либо Такемичи, либо Дракена. Но я все же склоняюсь, что будет Такемичи. И как вы понимаете, следующая глава будет последней. Я подумывал сделать маленькую анимацию там. Ну, посмотрим, если время позволит. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание, подписывайтесь и ставьте лайки, а также оставляйте комменты. С вами был Vision Manga, до скорой встречи.